что, мы уже на русской земле? Сакральная непобедимость России сдулась. Соседи могут попробовать на зуб границы РФ. В истории с вторжением украинских войск в Курскую область мировые аналитики обсуждают ответ России. Особенно вспоминаются угрозы Москвы о том, что если Украина ударит по территории России, то будет сокрушительный ответ, а если будет использовано западное оружие, то Москва может применить и ядерное оружие. Это сакральное табу долго сдерживало силы, поддерживающие Украину от предоставления оружия, которое обеспечило бы победу над Россией. Но постепенно сакральность этого табу стала выпариваться. Киев наносил удары по Крыму, который Россия считает своим, и это не привело к ядерной войне. США и Запад в целом предоставили все возможные вооружения, в том числе F-16, и это не привело к ядерной войне. А вторжение Украины в Курскую область и вовсе обнулило свирепые угрозы Медведева и Киселева о превращении врагов России в ядерный пепел. Ответ Москвы вызвал недоумение в экспертных кругах, объявлена лишь антитеррористическая операция, и только сегодня в Курск прибыли танки. Но на фоне видео, на котором видно, как уничтожается целая колонна и батальон российских войск, многие прогнозируют, что новые танки постигнет та же участь. Снятие сакральной непобедимости России заставило задуматься даже Лукашенко, который заговорил о вероятном развале России. Он призвал страны СНГ объединиться и не допустить развала России, иначе всем будет худо. Призрак развала России стал ощутимее после того, как стало ясно, что границы России картонные. Эксперты говорят, что соседи России, да и силы внутри ее, наверняка задумались, а почему бы и нам не попробовать эти границы на зуб. Финны могут зайти в Карелию, Японии вообще ничего не мешает вернуть Курилы, а о Калининграде и Северном Кавказе и говорить не приходится. Многие годы державшаяся на мифе о непобедимости Россия вдруг оказалась в неглиже. Против оккупационной силы всегда может появиться более действенная сила. И те, кто размахивает кулаками и брецает железом, задумываться о том, что их сила может померкнуть. Тем более, что ответное вторжение и занятие целых городов становится делом обыденным. Зеленский впервые прокомментировал операцию ВСУ в Курской области. Он заявил о переходе войны на территорию агрессора. Вчера несколько раз уже докладывал главком Сырский относительно фронта и наших действий и переводу войны на территорию агрессора. Спасибо каждому нашему подразделению сил обороны, которые это обеспечивают. Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление на агрессора, которое нужно, сказал Зеленский в вечернем видеообращении. Я смотрю, российским официальным и медийным лицам хватает наглости призывать мировое сообщество осудить Украину. Стесняюсь спросить, а как давно Россию интересует позиция мирового сообщества? Ни одна страна мира, а это и есть мировое сообщество, не признала аннексию Крыма и 4 областей. И что, Россия отказалась от экспансии? Она имела всех в виду. А сейчас чего плачется в жилетку? Игнор – это явление двустороннее. Совершенно идиотическое поведение кремлевского руководства. Это, говорит, провокация. Какая провокация? Вы воюете, вторглись на чужую территорию, и значит по нам нельзя, это провокация. Вы что ж, думали, что воевать с вами будут только на территории Украины, в которую вы вторглись? Но это же смешно. Об этом заявил Марк Фейгин. Отметим, что площадь боевых действий в Курской области превысила 600 квадратных километров. Кроме того, 10 августа впервые с начала войны под массированный обстрел попал Курск, сбитая противовоздушной оборонной ракета упала во двор жилой многоэтажки. Бои продолжаются и в Судже, которую, по словам местных жителей, уже всю разбомбили. Z-каналы сообщают о попытках прорыва ВСУ, также в Белгородскую область, а беспилотники бьют по Воронежу и другим городам РФ. Приграничные российские города и населенные пункты постепенно начинают напоминать украинские города,
которые до этого освободила от жизни путинская армия. Некоторые из них фактически стерты с лица земли. Украинцы создают широкую буферную зону. Чтобы ее остановить, Путину придется перебрасывать дополнительные силы с новых областей. Однако он, скорее всего, побоится этого шага, и у него не будет достаточного количества войск, чтобы вытеснить украинцев с российских территорий. В итоге эти территории либо останутся под контролем Украины, либо станут предметом обмена на украинские оккупированные территории. В таком случае война для Путина окажется крайне неудачной. Отметим, что таким образом Украина спасает и Армению, которую путинская Россия хочет оккупировать руками Азербайджана. Путин в 19 августа должен был лететь в Баку для встречи с Алиевым, но из-за контрдействия украинской армии в Курской области все планы Путина попутались, и поездка в Баку, по некоторым источникам, отменена. Если вы помните, то буквально пару дней назад Баку посетил Шойгу, который что-то планировал с Алиевым, и сейчас Путин собирался в Баку для того, чтобы что-то важное обсудить. Но армия Украины провела блестящую операцию, что и помешало Путину снова взяться за Армению. Короче, слава Украине прямо из Еревана. Дякую от Армении. Власти Грузии не заинтересованы в улучшении отношений с США, заявил сенатор Джин Шахин. Разочарование вызывает то, что премьер-министр Грузии не выдвинул никаких предложений относительно того, что хотят сделать он и его администрация для улучшения отношений с Америкой. Мы обсудили несколько тревожных вопросов, которые у нас накопились, о которых мы и ранее говорили. Возьмем хотя бы заявление о том, что правительство США планировало в Грузии переворот, что является абсолютной ложью, сказала она. Грузию и ее финансового спонсора, Азербайджан, нефть и газ которого идет через Грузию, все крупные бизнесы и политиков, скупленных алиевскими шестерками в угоду России, Америка уже ставит на санкции. Так, вся семейка Алиева и еще 45 человек госаппарата Азербайджана находится в черном списке Госдепартамента США. Иванишвили реально думает, что Путин им вернет Абхазию, или как? Если такое даже случится, в чем я очень сильно сомневаюсь, то Грузия незадолго превратится в Тифлисскую губернию. А вот Армения, на удивление, ведет себя очень интересно и, конечно, грамотно. США и Франция сейчас усиленно помогают Армении как финансово, так и в плане вооружения и инструкторов. Пашинян и его команда, в отличие от прежних, не ворует вообще. Ну или не ворует так нагло и по-крупному, как это делал Кочарян в свое время. Также в Армению идут поставки вооружения из Индии. Потому что Индия, как и Запад, против Китая с его шелковым путем. Такая вот игра интересная. Короче говоря, у Армении на данном этапе появились огромные возможности, чтобы стать номер один страной в Закавказье в плане экономики и мощности армии. Закавказский тигр возвращается. Все будет Армения. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости региона и мира.